Всем привет! Меня зовут Наталья, и вы находитесь на моем канале «Все в жизни связано». И сегодняшний мой видеоурок будет посвящен вязанию вот такого вот легкого, воздушного, невесомого свитера паутинки из мохера. Значит, что касается самой модели свитера. Значит, модель эта рассчитана на весенне-летний вариант, поэтому у нее вот такая свободная, довольно-таки широкая горловина, которую можно носить просто на плечах с глубоким, получается, вырезом, либо оголяя одно плечо, например. Вот. Этот свитер можно носить как непосредственно на тело, он имеет прозрачность определенную, но не совсем, но паутинка здесь не такая крупная, как вяжется на спицах более толстого размера, а довольно-таки умеренная. Так и на топы, на маечки, так как вам будет удобнее и комфортнее. Что касается... так, еще свитер будет связан у нас регланом сверху. В процессе вязания я расскажу вам, как равномерно делать прибавки для того, чтобы посадка свитера была более удобная, анатомическая. Я покажу вам, как делать потом подрезы для рукава, чтобы рукав при подъеме рук не тянул и ничего там у вас не собиралось. Вот. Также я расскажу, как рассчитывать любой размер, который вы хотите связать себе. В процессе видео это все будет указано. Так, что касается материала. Значит, я буду вязать из вот такого вот мохера итальянского. Это у меня не на шелке, это обычный мохер. Вот 70% кид-мохер, 30 нейлон. В одном моточке 25 грамм. И метраж у него приблизительно 250 метров на 25 грамм. Это получается 1000 метров на 100 грамм. Вязать я буду в одну нить, поэтому он такой вот будет легкий, ажурный и невесомый. Очень экономичный расход, очень экономичный расход. Значит, от 3 моточков, от 75 грамм до 4 моточков, это на размеры XS-L. Вот если вязать на XSS, то достаточно будет 3 моточков. Если вязать там на ML, достаточно с головой будет 4 моточков. Значит, очень экономно расходуется за счет того, что нить тонкая, метраж большой, поэтому расход очень экономный. Очень приятный материал этот к телу. Это вид мохера, который абсолютно не колет. Мы знаем с вами, что мохер бывает разный, что не всем он подходит, что иногда может покалывать. Это зависит от качества сырья. Но несмотря на то, что этот мохер довольно-таки бюджетный вариант, это не с шелком, но все равно эта пряжа очень приятная к телу и совершенно не колет. Будет очень-очень комфортно. Значит, обо всех размерах и о всех параметрах я буду рассказывать вам уже в процессе вязания. Связать этот свитер вам не составит абсолютно никакого труда. Вяжется он очень легко и довольно-таки быстро. Никаких проблем, никаких хлопот и заморочек у вас не вызовет. Значит, у меня этот свитер связан из пряжи, цвет которой обозначен как Тиффани. Но я хочу сказать вам, что на экране, вот я сейчас вижу, камерой передается ближе к нежно-голубому. На самом деле здесь присутствует легкая бирюза, зеленца, такая, которая всегда присуща этому цвету Тиффани. Очень красивый и очень нежный и приятный цвет. Все, можно, вступительное слово у меня закончено, можно приступать к вязанию ровных 7 петелек. Итак, можем приступать к вязанию нашего
свитерочка. Для этого нам понадобится короткие спицы 40 сантиметров размером 4,5 и 5. И также длинные спицы тоже размером 5. Но это чуть-чуть попозже они нам понадобятся. Значит, длина лески может быть любая. 60, 80, 100 сантиметров, как кому удобно вязать. У меня в данном случае 100 сантиметров будет. Итак, также нам понадобятся маркеры 8 штук, один из которых должен отличаться от других. Он будет у нас обозначать начало нашего кругового ряда. Итак, приступаем к набору петель. Для этого мы берем спицы 4,5 и будем набирать 130 петель. Значит, способом болгарский зачин, который я уже показывала в своих предыдущих видео, но продублирую еще раз. Мне нравится набирать горловинку этим способом, потому что окантовочка получается не просто идет косичка, которая, как правило, стягивается, а идет такая цепочка, которая вполне себе эластичная и неплохо смотрится. Итак, первые 2 петли мы набираем обычным способом. И следующие петли мы будем чередовать. Значит, следующая петля у нас идет. Мы перебрасываем палец большой вовнутрь ниточки и подхватываем вот таким образом 2 нитки. Следующая петля у нас обычным способом. Снова чередуем, перебрасываем большой палец внутрь и подхватываем 2 ниточки. Обычная. И таким образом, чередуя набор петель, мы набираем с вами 130 петель плюс 1 петля для замыкания в круг. Все, набираем самостоятельно. Итак, набрала 130 петель плюс 1 для замыкания в круг. И теперь соединяем наше вязание в круг. Для этого переносим с левой спицы на правую 1 петлю и перебрасываем через нее предыдущую крайнюю. Я вяжу туго, поэтому мне сложновато подхватить. Так, все, затянули ниточки и надеваем маркер, который символизирует у нас начало ряда. Теперь следующие 3 ряда мы вяжем этими же спицами 4,5, просто в круговую лицевыми петлями. Просто лицевыми петлями. Первый ряд будет немножко сложновато, кто так же туго вяжет, как я. Дальше уже все пойдет как обычно. Итак, чтобы не тянуть время, вяжем самостоятельно 3 ряда по кругу лицевыми петлями. Провязала 3 ряда спицами номер 4,5 и теперь перехожу на спицы номер 5, тоже такие же короткие. И теперь точно так же провязываем еще 2 ряда, не 3 уже, а 2 ряда на спицах номер 5. Когда провяжем 2 ряда, встретимся, и в 3-м ряду мы будем с вами распределять уже петли на рукава, на спинку, на перед и на регланные линии. Все, вяжем самостоятельно 2 ряда. Провязав 1 ряд спицами номер 5, не забудьте надеть снова маркер, чтобы начало ряда у нас не потерялось. И тогда уже вяжем следующий ряд, второй. Итак, провязала я еще 2 ряда
на спицах номер 5 всего получилось у нас 5 рядов, 3 на 4,5 и 2 на пятерке. И теперь 6-й ряд мы будем с вами распределять маркеры для регланных линий, рукавов, переда и спинки. Значит, всего у нас 130 петель. Регланные линии у нас будут состоять из 2 петель. Поэтому вот регланные линии 2 петли, всего регланных линий 4, значит на регланной линии у нас выходит 8 петель. Значит, рукава у нас будут по 19 петель. Значит, 19 петель на 2 рукава, всего у нас уйдет 38 петель. И оставшиеся петли делим пополам на перед и на спинку. У нас остается по 42 петли. Значит, чтобы себя перепроверить, значит, можно сложить эти петли 42, 42, 38 и 8. У нас должно получиться 130 петель. Итак, начинаем распределять. Значит, этот маркер мы так и оставляем. Следующие у нас 2 петли идут регланная линия. 1 и 2. Отделяем маркером. И далее мы идем, вот у нас вот отсюда началось, начало ряда было, я его так помечу. И далее мы идем вверх. Сначала у нас идет 19 петель рукава. Провязываем 19 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Надеваем маркер. Далее 2 регланные 2 петли на регланную линию. Снова надеваем маркер. И дальше у нас идет 42 петли спинки. Провязываем 42 петли. 42 петли спинки провязали. Надеваем маркер. 2 петли регланной линии. Снова надеваем маркер. И теперь вяжем 19 петель следующего рукава. Провязала 19 петель рукава. Снова надеваем маркер. 2 петли регланной линии. Маркер. И далее у нас вот эти петли, это петли переда. До начала ряда мы их провязываем, должно у нас быть 42 петли, так же как и на спинке. Все, петли у нас распределены, и таким образом мы с вами связали небольшую горловинку для нашей весенней паутинки. Горловинка у нас состоит, как вы поняли, из 6 рядов. 3 ряда на меньших размере спицы, 3 ряда на больших. Далее тело нашей паутинки мы будем вязать на спицах номер 5. Продолжать вязать мы будем на коротких спицах 40 сантиметров. И по мере того, как за счет регланных линий, за счет прибавок в регланных линиях у нас будет увеличиваться количество петель, со временем вы будете сами переходить уже на спицы с леской большего размера. Значит, итак, приступаем к прибавкам. Прибавки мы будем делать перед регланной линией и после регланной линии. Прибавки делаем, так у нас свитер весь свободный и ажурный, лишние дырки нам не нужны. Прибавки мы будем делать из протяжки. Значит, подхватываем вот эту нить из протяжки, надеваем ее на левую спицу вот так изнутри надеваем на нить. И провязываем за заднюю стенку лицевой петлей. Провязали. Дальше переснимаем маркер и вяжем 2 регланные линии обычными лицевыми петлями. Снова переснимаем маркер и точно так же из протяжки
надеваем вот таким образом на спицу и за заднюю стеночку провязываем лицевой петлей. Вот таким образом мы в этом ряду будем делать прибавки перед регланной линией и после регланной линии. Сейчас самостоятельно провязываем петли рукава до следующей регланной линии. Провязала я петли рукава, дошла до маркера и снова из протяжки вывязываю одну лицевую петлю, перебрасываю маркер, 2 лицевые петли регланной линии, перебрасываю маркер, снова из протяжки вывязываю лицевую петлю и дальше вяжу 42 петли спинки. Вяжем самостоятельно. Дошла до маркеров и делаю прибавку. Лицевая, 2 лицевых регланной линии и еще одна прибавка. Далее вяжем 19 петель рукава. И 4-я регланная линия. Точно так же, как и в предыдущих. До регланной линии прибавочка. 2 петли регланной линии. И после. И провязываем 42 петли переда. Вот мы провязали с вами ряд с прибавочками. И следующие 2 ряда мы вяжем без прибавок. Встречаемся через 2 ряда. Вот я провязала 2 ряда без прибавок. И таким образом мы провязали с вами первый раппорт с прибавками, которые мы будем вязать. Значит, мы будем чередовать прибавки следующим образом. В первом ряду мы вяжем с прибавками, следующие 2 ряда без прибавок. Потом снова с прибавками, следующие 2 ряда без прибавок. И так будем вязать до тех пор, пока не достигнем нужной длины нашей регланной линии. Значит, девочки, модель свитера очень универсальная. И по этому мастер-классу вы сможете связать любой размер свитера, который вам будет необходим. Вот за счет длины регланной линии и количества увеличивающихся петель вы сможете достичь нужного размера, который вам необходим. Значит, в процессе вязания у вас количество петель будет прибавляться, и вы будете мерить сантиметром размер спинки либо переда вот этой части, нужный полуобхват груди, который вам, значит, нужен для вашего размера. Лучше померить свой любимый свитер, который прекрасно на вас сидит и который вы хотели бы, чтобы новый сел также. Значит, к примеру, полуобхват груди в вашем свитере 50 сантиметров. Значит, вы вяжете с прибавочки до тех пор, пока не достигнете вот здесь, где перед или спинка, 50 сантиметров. Вяжете и периодически промеряете ширину. Дальше вы вяжете самостоятельно. И я подключусь к вам, когда перейду на более длинные спицы и покажу, что у нас получается. Продолжаем делать прибавки через 2 ряда. Ряд с прибавками, 2 без прибавок. Ряд с прибавками, 2 без прибавок. Вяжем самостоятельно. Вот я провязала 14 прибавок, уже у меня вот здесь сделано. И мне еще недостаточно, я буду продолжать вязать дальше. Когда я достигну необходимого размера своего, я вам скажу, какое количество прибавок мне пошло на мой размер. Здесь вы, как можете видеть, уже я перешла уже на нужные мне спицы
с более длинной леской, для того, чтобы комфортно вязалась. И вот у нас, видите, получается вот такая вот аккуратная регланная линия. Все, я вяжу дальше, и вы вяжете дальше. Ну вот, я провязала до нужной мне длины регланные линии. И расскажу вам по сантиметрам и по размеру. Значит, я провязала 19 убавок. 19 раз я провязала по 3 ряда. То есть в первом ряду убавка, ой, прибавка, простите, потом 2 ряда без прибавок. Это мне считается как одна прибавка. И вот я 19 раз, вот это по 3 ряда, так провязала. У меня получилось в сантиметрах это вот где-то 29 сантиметров. Вот от начала горловины 29 сантиметров. И ширина вот на уровне грудей по переду и по спинке у меня получилось приблизительно, но сейчас у меня на спицах, мне неудобно будет померить, у меня получилось приблизительно 50 сантиметров. Это тот размер, который мне нужен. Значит, что касается конкретно размеров, там S, M, L, я вам не скажу, потому что свитера эти носятся с разной свободой облегания. Вот, например, вот эти параметры, что вяжу я, где 50 сантиметров ширина, это подойдет и на XL, простите, и на XS, только это будет хороший такой оверсайз. И на М это будет свитер, который связан по размеру, слегка свободненький. Вот, поэтому я вот ранее и сказала, что нужно замерять свой свитер, который нравится вам, как на вас сидит, и вязать до таких размеров. Так, значит, регланные линии у меня закончены. Теперь мы будем переходить к вывязыванию самой тушки, поэтому нам нужно сейчас отделить рукава. Значит, рукава все отделяют по-разному. Кто-то сразу на спицы их переснимает, на другие, на дополнительные. Я их закрываю крючком на дополнительную нить, для того, чтобы в процессе вязания тушки петли на спицах не оттягивались. Ну, а вы делаете так, как вам больше нравится, как вы привыкли. Я покажу, как делаю я. Значит, смотрите, вот у меня подошла к регланной линии, уже один маркер я сняла, а вот это 2 петли регланной линии. Значит, эти петли регланной линии я отправляю к рукаву. Значит, и начинаю при помощи крючка на дополнительную нить. Я эти петли сейчас закрою. Вот таким образом подхватываем и соединительной петлей провязываем. И так все петли рукава таким образом провязываем. Вот я закрыла петли рукава, и вот эти 2 петли регланной линии тоже закрываю на рукав и закрепляю нить. Все, значит, петли рукава у меня закрыты. Теперь нужно на левую спицу, на вот эту, набрать 4 петли для подрезов. Тоже на дополнительную нить мы набираем 4 петли. 2, 3, 4. Самым обычным способом. И вот здесь я эту нить завязываю, чтобы, когда провязывала, она не распускалась у нас. Вот так. И теперь мы будем соединять нашу тушку свитера, перед со спинкой будем соединять. Надеваю маркер на начало ряда
И провязываю с начала линии петли подреза. Один, два, три, четыре. И сразу переходим к спинке. Здесь ниточку потуже, чтобы не было провисаний никаких. И все. Так, сейчас мы вяжем лицевыми петлями все петли спинки, пока не дойдем до следующего рукава. Провязала я петли спинки. Теперь 2 петли реглана я буду закрывать вместе с петлями рукава. Крючком точно так же, как и первый рукав. И теперь закрываем все петли рукава. Закрыла петли рукава, дошла до регланной линии, закрываю 2 петли. Регланной линии. Все, и закрепляю нитку. Так, снимаем маркер. И теперь сюда на левую спицу мы для второго рукава набираем тоже 4 петли подреза. 2, 3, 4 и скрепляем ниточку. Все. Ищем вторую спицу и соединяем перед со спинкой. Так, 4 петли подреза провязываем, подтягиваем ниточку. 2, 3, 4. И дальше соединяем перед со спинкой. Все, и провязываем все петли переда до маркера, который мы установили в начале ряда. Ну вот мы соединили с вами спинку и перед вместе, и теперь просто по кругу будем вязать на необходимую длину свитера, кому какой хочется, кому какой длины, кому какая длина больше нравится. Здесь больше никаких уже нюансов, секретов нет, поэтому просто по кругу вяжем до необходимой длины. И у меня этот свитер планируется с резинкой внизу и на манжетах, поэтому я буду вязать до резинки. Кто хочет просто прямой, вяжет просто прямой свитер. Вот таким образом у нас соединился ряд, и все, и дальше просто вяжется по кругу. Так, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся уже, когда я буду вывязывать резинку в конце тела свитера.